Привет, друзья, с вами Виктор. В этом видео покажу, как замариновать вкусный лосось. Один из способов приготовления. Лосось по этому рецепту получается очень вкусный, думаю, что вам тоже понравится. И также в этом видео приготовим бутерброды из багета и лосося, который замаринуем. Начнем приятного просмотра. Нам для этого понадобится лосось, соль, сахар, укроп, водка, горчица, масло растительное, уксус винный, может быть рисовый или яблочный уксус. Подробная рецептура в описании под видео. Нам нужно только подготовить укроп. Нарезаем укроп на 5-6 частей, в зависимости от длины. Больше подготавливать нечего, готовим маринад. В большую миску перекладываем все продукты. Укроп, сахар, соль, водка. Вместо водки можно добавить коньяк или джин. Масло растительное, горчица, уксус винный. Как я уже говорил, можно использовать рисовый уксус или яблочный уксус. Все перемешиваем. Слегка нужно помять укроп ложкой. Маринад готов. Мякоть лосося натираем слегка маринадом. Лосось используют со шкурой. Этого достаточно. Убираем лишний укроп. Буду мариновать лосось в таком пластиковом боксе. На дно укладываем большое количество маринада. Смотрите, сколько много укропа. Дальше отправляем лосось в бокс мякотью вниз. Слегка можно придавить. Сверху на шкуру укладываем остальной маринад, который остался. Равномерно распределяем маринад по поверхности шкуры. В таком виде отправляем в холодильник на 72 часа под закрытой крышкой. Через 48 часов желательно лосось перевернуть на другую сторону. Прошло 72 часа, лосось полностью замариновался, будем пробовать лосось. Убираем укроп. Протираем лосось салфеткой, чтобы лосось не скользил во время нарезки. Вторую сторону тоже нужно протереть. Отрезаем небольшой кусок. Смотрите, как выглядит филе. Срезаем шкуру вот так. Шкура получилась практически без лосося. Зачищаем стейк от черноты лосося. Старайтесь вести нож одним движением. У меня на канале есть видео, как порезать филе лосося на стейки. В этом видео показываю два варианта, как порезать стейк на главное блюдо и как нарезать стейки на суши. В таком виде можно уже нарезать лосось на бутерброды. Я хочу еще немного зачистить. Стейк готов, нарезаем ломтики лосося. Старайтесь свести нож одним движением. За счет этого нарезка выглядит красивее и аппетитнее. Обратите внимание, как я придерживаю всеми пальцами лосось и режу одним движением. Когда нарезаешь рыбу одним движением и острым ножом, нарезка выглядит аппетитнее и красивее.
Когда остается вот такой кусок стейка, мне удобнее нарезать ломтики лосося в 3 движения. Надрезаем лосось с движением на себя, после немного от себя и назад. При этом ступенек на ломтиках лосося нет. Ломтики лосося тоже выглядят хорошо и аппетитно. Эту часть стейка мне удобно нарезать именно в такой способ, а вы выбирайте для себя свой подходящий способ. Лосось нарезали, начинаем готовить бутерброды. Для начала подровняем багет. Режем багет на небольшие кусочки, толщина 1,5-2 см. Можно резать багет точно так же, как я, или под небольшим углом, разницы нет. Дальше мажем каждый кусочек сливочным маслом. Количество масла по вашему желанию. Сверху укладываем лосось, который ранее нарезали. Количество лосося также по вашему желанию. Еще можно добавить на каждый кусочек каперс. Украшаем укропом. Лук зеленый и черный перец. Друзья, лосось замариновали и приготовили с него бутерброды. Маринованный лосось по этому рецепту получается очень вкусный, мне нравится, думаю, что вам тоже понравится. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Приятного аппетита, до новых встреч!